Всем привет, это Диана и добро пожаловать на мой канал. Данное видео будет посвящено особенностям Таиланда. Я живу здесь уже несколько месяцев и мне есть чем с вами поделиться. Расскажу о особенностях, к которым я уже привыкла, а также тех, к которым привыкнуть невозможно никогда. И первое – это климат. Жара и духота в январе – это норма. И так 365 дней в году привыкнуть к этому можно. Следующая это дата. Всем привет из будущего. В Таиланде сейчас 2566 год. Здесь другое летоисчисление, но иногда можно встретить стандартные версии, например, в документации или на срок годности товаров. Отсюда вытекает следующая странность. Это Новый год. Его здесь празднуют 3 раза. Европейский в январе, китайский в феврале, либо в конце января, как в этот раз. И в апреле празднуется тайский. Далее это любовь к острому, рис с чили, лапша с перцем, свинина с халапеньо. Это все вершина айсберга. Вы в магазинах можете найти детское питание с перцем. Но самое интересное это прокладки с чили. Переходим в квартиру, и самая странная вещь в квартире – это вода на кухне. Она всегда холодная, либо температуры улицы. Да, это необычно и странно, и привыкнуть к этому невозможно. Продолжаем по квартиру. В тайской квартире вы никогда не увидите ванну, только душевая кабина. Возможно, если вы живете на вилле или в отеле, возможно, у вас есть ванна, но это роскошь. Здесь же могу отметить всегда почти отсутствие духовки, но это связано с малым метражом квартиры. Следующее – это насекомые, и это головная боль. Мы ни разу не видели мест без насекомых. Лично наши питомцы в нашей квартире – это муравьи. Тонировка у машин. Она есть у всех, она есть всегда. И однажды у нас был такой случай. Мы ехали в такси поздно вечером, и водителю нужно было открыть окна в машине для того, чтобы увидеть хоть что-то. Далее, самое забавное, на мой взгляд, это водительские права. Тайцы подписали и Женевскую, и Венскую конвенции, но они все равно не примут ваши права. Необходимо делать тайские права для того, чтобы ездить здесь, если вы хотите этого. Но это еще не все. Самый забавный факт этой странности в том, что если вы хотите сделать тайские права, вы приезжаете на своем транспортном средстве за правами. Дальше поговорим о зиме. Зима с пуховиками, шапками, шарфами и так далее. Не только в тех странах, в которых есть снег и морозы, но и здесь. Как только столбик термометра опускается ниже 25 градусов, тайцы начинают поднадевать меховые изделия, шапки. Да, это пользуется здесь спросом. Это супер странно. Далее тайский менталитет. Вы условились о встрече в 10 утра. Что ж, таец может позволить себе опоздать на час, 2, 3 и даже не предупредит вас об этом и совершенно не извинится после того, как придет. Это норма. Если вы договорились о том, что он должен принести синюю кружку, он притащит розовое одеяло и так далее. Здесь с такими ребятами работает только напоминание о встречах постоянные, контроль, слежение и ромашковый чай. Далее это леди-бои. Обычно вопросы мальчик или девочка не возникает, все и так понятно, но когда ты видишь человека, который не до конца завершил свой образ, свой переход из одного пола в другой, это выглядит довольно странно. И самое адекватное еще, когда есть волосы, есть грудь, есть попа и все остальное, но есть бас. Такая женщина скажет вам: «Хай». Ну, то есть это еще самое не травмирующее психику. Это довольно странно, но я отношусь к этому нейтрально. Оплата картой. Вы идете на кассу оплачивать свой товар, но вы можете встретить несколько челленджей при этом. Первое. Оплата картой только 200 бат. Ой, у вас MasterCard? А мы только визу принимаем. А, у вас виза? А, так она у нас дебетовая, а мы только кредитные принимаем. На этот случай я запаслась визой, MasterCard. У меня есть русские карты, тайские, белорусские. У меня есть мир, у меня есть все, что угодно. Но даже при таком арсенале что-то может пойти не так, и есть всегда шанс на провал.
Может не работать NFC, может работать вообще ничего. Я молчу уже про Apple Pay. Но сюда же отнесу все-таки плюс, но все же странный. Всегда есть оплата по QR-коду, и, в общем-то, все пользуются тайцы, в основном этим способом. Здесь же замечу еще по картам. Если вы открываете карту в тайском банке, вы, естественно, хотите с нее проплачивать свои покупки, но это не так просто. Для того, чтобы привязать карту для операций по интернету, оплачивать интернет-платежи, какие-то покупки и так далее, нужно прийти в банк, изъявить это желание или в банкомат и непосредственно уже настроить эту карту. То есть изначально этой системы в карте нет. Следующее — это левостороннее движение, но тут все просто и понятно, просто как один из пунктов. Домики для духов. Они есть везде, возле каждого дома, возле каждой квартиры. Они служат для подношения духом фруктов, напитков, в особенности используют красную колу и красные напитки. Якобы эти духи защищают жилище, приносят счастье, они приносят удачу и просто помогают во всех делах. Тайцы ежедневно обновляют продукты там и постоянно украшают их. Отсутствие чая. Как вам цена за Гринфилд? 25 пакетиков, 500 рублей. Да, но здесь нет чая. Если он есть, он либо там 2-3 пачки, и стоит он вот так, как я уже назвала ранее. Здесь в основном пьют кофе, и поэтому чай в основном матча, либо его совсем нет. Еще странность — это азиатский английский. Я, конечно, понимаю, что мой акцент тоже не сказка и не фонтан, но здесь есть некий момент. Есть такие фразы, которые мы услышали в период пребывания здесь, и хочу с вами поделиться. Чью и шоколай. Шоколай. For a moment. For your more convenience, Lotus Chocolate is now available a new contact channel via Facebook, Tesco Lotus Online. You can contact us every day via the Facebook Messenger, the easy way to contact without waiting on hold. На самом деле, услышать все это еще чудо. Иногда они просто смешивают английский с тайским, и тогда получается просто бред. Далее это медленный интернет. Здесь как бы есть 5G, здесь высокая скорость интернета, но также высокий пинг, за счет чего идет это торможение, что довольно необычно. Отсутствие онлайн-поддержки. Если вам нужна какая-то помощь по любому вопросу, нужно уточнить детали по карте, по банковскому счету, звони в банк. Хочешь выяснить местоположение своего заказа, товара, продуктов, звони в магазин. Всегда так. В любой непонятной ситуации просто звони. Итак, это были все странности, которые я обнаружила в Таиланде спустя несколько месяцев проживания здесь. Как вы видите, к некоторым можно привыкнуть сразу, в этом нет ничего странного, а некоторые будут вызывать ступор, наверное, всю жизнь. Подписывайся на канал, если еще не сделал этого, ставь колокольчик, обязательно напиши комментарий, поставь лайк, так ты поддержишь это видео, чтобы больше зрителей увидели его. Спасибо за просмотр и до встречи!